В большом доме на окраине Чикаго, принадлежавшем Джейсону Картеру, царила необычная тишина. Огромные комнаты, обычно наполненные шумом шагов прислуги, переговорами охраны и звонками телефонов, казались почти пустыми. Джейсон приехал неожиданно, оставив водителя у ворот, чтобы не тревожить домочадцев, и впервые за долгое время пройтись по родному дому так, будто он принадлежал только ему. Он всегда мечтал о таком дне, провести время с дочерью Эмили и сыном Джошем, без привычной суеты, без расписаний и официальных встреч, без шума города, который словно следовал за ним повсюду. Дом, в котором он редко задерживался больше, чем на пару дней, вдруг открылся ему совсем другим. Внутри особняка воздух казался тяжелым, даже несмотря на мягкий свет, пробивающийся сквозь большие окна в гостиной. Джейсон заметил то, чего раньше не видел: маленькие следы повседневной жизни, оставленные детьми. Кукла с распущенными волосами лежала на лестнице, словно Эмили спешила оставить ее там, чтобы вернуться позже. На полу у стены валялся мяч, а рядом с диваном лежала раскрытая книга с цветными иллюстрациями. Вероятно, Джош снова отвлекся и забыл ее закрыть. Вместо привычного детского смеха, к которому он так стремился, дом встретил его тихой мелодией. В соседней комнате играла легкая музыка, а чуть дальше он услышал голос. Это была Роуз, их преданная нянька, женщина с мягким голосом и редким умением превращать каждую сказку в маленькое чудо. Она читала детям историю о рыцарях и драконах, и ее интонации делали простые слова почти живыми. Джейсон остановился на пороге. Перед его глазами открылась простая, но поразительно трогательная сцена. На небольшом диване, покрытом белым пледом, сидели его дети. На их головах красовались бумажные короны, а в руках мечи из картона, неуклюжие, но такие важные для них. В комнате пахло теплым молоком и ванилью. Роуз, как обычно, позаботилась, чтобы вечер был уютным. Эмили слушала, затаив дыхание. Ее глаза сияли, когда Роуз описывала подвиги отважного рыцаря. Джош же держал меч наготове, словно был готов в любую минуту вступить в бой с воображаемым драконом. В их мире не было скуки, тоски или одиночества, только искреннее ожидание чуда. Джейсон стоял в тени, невольно сдерживая эмоции. Впервые за долгое время он видел, как счастливы его дети, без дорогих игрушек, без поездок в экзотические страны, без сотен подарков, которыми он пытался компенсировать свое отсутствие. Все, что им было нужно, находилось здесь, в заботливом голосе Роуз и в их собственном воображении. Когда история подошла к концу, Роуз закрыла книгу и посмотрела на детей так, словно сама верила в сказку. В этот момент Джейсон сделал шаг вперед. Его появление было тихим, но дети сразу почувствовали его присутствие. Эмили вскочила с дивана, обняв его за шею. Джош со смехом бросился к нему, и дом вдруг ожил, наполнившись теплом. Роуз улыбнулась, ее взгляд был полон понимания и тихой радости. Она не сказала ни слова, но Джейсон почувствовал, что она, как никто другой, знала. Именно такие минуты он упускал все это время. В этот вечер он понял простую истину: настоящая семья не в роскоши, не в высоких стенах особняка и не в блеске богатства. Она живет в таких мгновениях, когда детский смех, искренняя любовь и забота становятся важнее всего. И впервые за много лет Джейсон Картер почувствовал, что действительно дома. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.